Нью-Йорк, 1980 год. Меня зовут Леонардо. Мы свернули не в тот переулок, и теперь нас прижали к стене 15 куркумных драконов. Самая жестокая банда из Сайда. И отпустят они нас только в том случае, если мы будем мертвы. Именно с этих слов началась легенда. Культурный феномен стоимостью в 8 миллиардов долларов. Именно столько заработали черепахи с момента своего появления. И все началось с 1200 долларов и одной глупой шутки. А как именно это произошло и в чем главный секрет подростков-мутантов-ниндзя-черепах, вы узнаете в этом видео. Присаживайтесь поудобнее, заказывайте пиццу, и мы начинаем. В 1983 году два художника-любителя и будущих миллионера Кевин Истман и Питер Лёрд пытались придумать самого глупого персонажа для комикса. И вот они решили сыграть на контрасте. Что если взять самое медленное создание на свете и сделать из него ниндзю? Точно, вскрикнули в один голос друзья. И так родилась первая черепашка-ниндзя. Кевин и Питер буквально влюбились в идею этого персонажа. И они решили, какого черта, гори все огнем, сделаем этот комикс. Наскребли по сусекам, заняли денег и налутали аж 1200 баксов. Если переводить на наши деньги, это примерно 3800 долларов. И этих денег им хватило на тираж 3000 экземпляров. Уже в мае 1984 года вышел первый комикс, и стоил он всего лишь $1,5. И это было начало многомиллиардной франшизы, которая известна во всем мире. Первый тираж раскупили в рекордные сроки. При создании всеми известной четверки Истман и Лёрд объединили все, что было тогда популярно. Подростки, дабы юные читатели ассоциировали себя с главными героями. Мутанты, комиксы о Людях Икс тогда были на волне успеха. Ниндзя, куда ж без них, они и по сей день мега популярны. И все это воплотилось в той самой идее самого глупого персонажа в комиксах. Первый 40-страничный комикс был завершенной историей, и Кевин с Питером вовсе не ожидали, что он так понравится людям. Кровавый, жестокий и при этом очень тонко высмеивающий все комикс-клише того времени. Чего только стоит клан Ноги, пародия на клан Руки, ниндзя из комиксов про сорвиголову. Кстати, в мультике 2003-го в России название клана Ноги не стали переводить, видимо потому что подумали, так будет серьезнее. Ставьте лайки, если смотрели в детстве и даже не задумывались, что на самом деле он называется Нога. Но я забегаю вперед. Вернемся назад в прошлое. 1984 год. Первый тираж был продан, появились первые фанаты, и они требовали продолжения комикса. На фоне успеха друзья-художники решили, что раз все так круто получилось, нужно продолжать. Уже в 85-м они выпустили тираж аж в 15 тысяч экземпляров, который почти мгновенно раскупили. И так фан-база черепашек отнюдь не черепашьими темпами росла из года в год. Однако работали Истман и Лёрд черепашьей скоростью. В 86 году вышло всего 6 выпусков. И несмотря на это, Кевин Истман и Питер Лёрд уже продали около 125 тысяч копий первого выпуска комикса. Это считалось огромным успехом для независимого издателя. Все в том же 86 году черепашками заинтересовалась компания по производству игрушек Playmates Toys. Почему, спросите вы? Все очень просто. На фоне успеха продаж игрушек по Звездным войнам и Трансформерам они искали новых интересных персонажей, которые понравились бы детям. Тогда представители Playmate Toys вышли на Фреда Вольфа и его студию анимации Мураками Вульф Свенсон. Это были ветераны мультипликации со связями и опытом. Фред Вольф прочитал несколько комиксов про черепах и сказал гениальную вещь. Это круто, но слишком темно для детей. Надо сделать светлее и веселее. Соглашение было простым. Студия делает мини-сериал из 5 серий бюджетом в 1 миллион 200 тысяч долларов. Playmates финансирует, издательство Мираж, во главе которого стояли Истман и Лёрд, получают деньги и долю в будущей прибыли, но теряют возможность вносить изменения в сюжет сериала. Помимо очевидных корректировок общего тона сериала, черепашкам дали маски разных цветов. В оригинальном комиксе их маски были красными. Также аниматоры старались сделать мультик визуально привлекательным. Как можно больше ярких цветов, побольше шуток от самих черепах. И именно так черепахи приобрели нам образы веселых ребят с панцирями, любящих пиццу и сражающихся со Шреддером и Крэнгом и их помощниками-идиотами. Больше никакой серой морали. Исключительное упрощение до борьбы добра со злом. Именно так черепахи из мрачного андеграундного нуар комикса превратились в известную каждому ребенку в США четверку добродушных героев. Кстати, идея сделать черепах более детскими была нужна не только для того, чтобы мультик не имел возрастных ограничений. Суть была также в том, чтобы дети хорошо понимали героев и оттого больше себя с ними ассоциировали. Это одна из главных переменных успеха черепах, но далеко не единственная. И вот вам еще немного цифр. Первая линия фигурок вышла в 1988 году. Первый
первый год продаж игрушки принесли более 30 миллионов долларов. В 89-м продажи удвоились, а к 1990-му игрушки по черепашкам-ниндзя стали самыми продаваемыми в США, обогнав даже Барби и Трансформеров. Не говоря уже о том, что все в том же 1990-м товары бренда черепашек-ниндзя продавались на сумму около 1 миллиарда 100 миллионов долларов в год, и это только в США. Вероятно, вам интересно, а что же в других странах? Когда и как черепахи начали мировую экспансию? Первыми странами, куда продали мультик, была, конечно же, Канада в 1988 году. Затем в 1989 были Великобритания, Австралия и Франция, а в 1990 Германия и Италия. В некоторых странах и без того детский мультик подвергся местной цензуре. Например, в Великобритании там он шел с измененной песней заставки Hero Turtles вместо Ninja Turtles, потому что в Англии слово «нинджа» ассоциировалось с насилием и было запрещено в детских программах. В Германии мультик переименовали Teenage Mutant Hero Turtles, опять же Hero вместо Ninja. С 1990 по 92 мультик вышел в Японии. Успех был средний, но сама идея им так понравилась, что япошки решили сделать OVA Original Video Animation, отдельное аниме, вышедшее аж в 96 году. Черепашки-ниндзя, легенда о Супермене. Да, про черепах уже в 96 году было отдельное аниме. Возможно, когда-нибудь я таки его посмотрю и расскажу вам о том, стоит ли оно того. Подпишитесь, чтобы не пропустить. В Латинской Америке черепах ждал огромный успех. В Мексике, в Бразилии, в Аргентине. А что же в России и СССР, спросите вы? В Советский Союз черепахи пробрались уже в 1990-91 году через видеосалоны. Официальная трансляция началась уже после распада СССР в 1993 году, когда канал «Дважды два» и другие начали крутить пиратские копии или локальные лицензии. Ну или, как бы сейчас сказали, параллельный импорт. Интересный факт. Право выпускать игрушки шло в комплекте с правами на трансляцию мультсериала, и благодаря этому узнаваемость черепах росла не по дням, а по часам. Ребенок видел мультик, начинал фанатеть по одному или нескольким персонажам, и не успевал он подумать о том, что было бы классно иметь игрушку Микеланджело, как правообладатели уже заполнили все полки магазинов игрушек новыми любимцами детей. Ребенок видел в магазине игрушку и тут же клянчил ее, затем приходил с ней в садик или школу, и вот еще незнакомые с черепахами дети уже хотели узнать все о новых героях, посмотреть мультик и, конечно же, купить игрушку. Также немаловажным фактором успеха черепашьей мировой экспансии стала, как ни странно, простота мультфильма. Простая анимация, простые темы, простые шутки без сложных фразеологизмов и аллюзий, понятных только американцам. Также отсутствие ярко выраженного национального колорита, не считая места действия, а именно города Нью-Йорка, и любимого теперь уже во всем мире итальянского блюда пицца. Кстати о ней. Да, пицца была популярна во всем мире еще задолго до черепах. Тут надо сказать спасибо итальянским мигрантам. Однако именно черепашки приклеили к пицце ярлык безумного веселья, свободы и крутизны, особенно среди детей и подростков. Заказывать пиццу для большой компании стало мейнстримом. Фактически пицца стала символом тусовки именно благодаря мультфильму. Вспоминайте об этом, когда на вписке кто-то предложит заказать пиццу в 3:30 утра. Давайте подведем краткий итог по мультику 1987 года. 10 сезонов, 193 серии. Мультик выходил с 1987 по 1996 год. 9 лет. Да, многие дети буквально успели повзрослеть, пока мультсериал выходил на экраны, а началось все приблизительно с 1 миллиона 200 тысяч долларов за весь первый мини-сезон длиной в 5 серий. В анимации использовали аутсорс в Японии и Корее для удешевления. Рабский труд за гроши был во все времена, и 80-е не стали исключением. В 1990-м франшиза приносила около 1 миллиарда в год, включая игрушки, лицензии и рекламу. За все время черепашки наплодили игрушки и мерч, около 400 фигурок за все время, автомобили, база, комплекты оружия, одежда. Это я сейчас говорю только про мультик 87 года. Pizza Hut регулярно делала коллабы с черепахами, промо-акции, где продвигалась пицца, комиксы, наклейки, кассеты, ВХС, видеоигры, массовые промо-акции, лицензионные туры по США с живыми черепахами. Имеется в виду, конечно же, актеры в костюмах черепашек. Также не обошлось и без продуктовых коллабораций. Напитки, хлопья для завтрака, игрушки в Happy Meal. Маркетинг черепах с 87 по 96 год является одним из лучших кейсов в истории массовой культуры. Так, от первого появления черепах в нишевом комиксе без претензий на величие, за 13 лет мир получил новую мегапопулярную
одну франшизу, не менее узнаваемую, чем «Звездные войны». «Черепашки» 87-го — это чистая коммерческая гениальность, за которой стояла глупая идея, которая понравилась Исману и Лёрду настолько, что они вложили в это всю душу и создали что-то по-настоящему классное. А крупные компании впоследствии видоизменяли оригинал в угоду более широкой детской аудитории и популяризировали его до таких масштабов, что и по сей день все это поражает. Я ведь даже не рассказал о фильмах, первый из которых вышел еще до завершения первого мультика, а именно в 1990 году, и рассказать там есть о чем. Во-первых, при бюджете в 13 лямов он собрал аж 200 миллионов по всему миру, что было невероятным успехом. Костюмы главных героев для него делала та же студия, что создавала кукол для небезызвестного Muppet Show. Помимо этого, фильм был намного мрачнее мультика и был больше похож на оригинальный комикс, но не во всем, так как рейтинг PG-13 все-таки связывал руки создателям. Кстати, фильм и правда хорошо смотрится даже сейчас, не считая, конечно, специфических черепах, но даже несмотря на это, они всяко лучше тех монстров, что сделал Майкл Бэй. Помимо этого, фильм по черепашкам можно считать одним из первых успешных кинокомиксов задолго до появления Марвел. Конечно, до них был Супермен, но это уже совсем другая история. Позже было еще два фильма, которые такого же успеха не сыскали, однако оба окупились, а причиной было то, что критики, спасибо им за это, развонялись про то, что первый фильм был уж больно жестоким. Но вот зрителям, а особенно подросткам, фильм зашел на ура. Ну еще бы, он же буквально для них был снят. Но из-за громко воняющих критиков студия решила сделать фильм более детским и менее серьезным. Как итог, с каждым разом новые фильмы собирали все меньше и меньше. Спасибо тем, чья работа состоит в том, чтобы портить большинству людей фильмы. Забавно, как с течением времени некоторые вещи остаются неизменными. Конечно, отдельно стоит сказать об отношении создателей «Черепах» к первому мультику и фильмам. Реакция Кевина Истмана была скорее положительной. Он понимал, что мультсериал нужен, чтобы расширять аудиторию и поднять продажи. Ему нравилось, что персонажи становятся известными детям, а значит комиксы, игрушки и мерч летят вверх. Был более расслабленным. Ну да, упрощение, но зато мы зарабатываем, и черепахи становятся легендой. По сути, Истман был за коммерциализацию. Он считал это логичным развитием дела. А вот Питер Лэрд был резко недоволен. Лэрд бесился от того, как мультсериал упростил все, что они создавали. Особенно раздражали шутейный стиль, отсутствие серьезных тем, превращение черепах в безобидных героев для малышей. Лэрд считал, что из жестокой нуарной истории про мутантов сделали попсовый цирк. По сути, Лэрд переживал, что истинная суть черепах потерялась в детском формате, а вот их отношение к первым фильмам было очень положительным, так как оба участвовали в создании фильма как консультанты. Им понравилось, что фильм был ближе к их оригинальному комиксу, более темная атмосфера, реальное чувство братства и борьбы, реальный Шреддер как угроза, а не карикатура. Питер Лэрд был особенно доволен первым фильмом, считал его правильным балансом между серьезностью и коммерческим успехом. Его устраивало, что фильм восстановил более взрослый образ черепах. Кевин Истман тоже был рад успеху, особенно кассовому. Он видел в фильме золотую жилу для развития бренда, но Истман относился проще. Даже если бы фильм был более детским, он бы все равно радовался росту франшизы. А вот следующие фильмы опять пошли не той дорогой. Вторая часть и третья часть Черепашек-ниндзя 91-93 годов не очень понравилась создателям. Лёрд плевался, слишком детский, сюжет глупый, черепахи лишились характера. Истман был куда спокойнее. Окей, продукты продаются, дети в восторге, значит мы делаем что-то правильно. Из-за всех этих разногласий Лёрд и Истман к середине 90-х начали постепенно отходить от общего управления франшизой. Истман в 2000 году вообще продал свою долю Лёрду всего за $2 миллиона. Лёрд управлял брендом дальше в одиночку, пока не продал права Nickelodeon в 2009 году за $60 миллионов. Отдельная грустная история, но сейчас не об этом. Итак, первый мульт закончился, фильмы закончились. А что же дальше, спросите вы? А дальше был сериал. В 96 году «Черепашки-ниндзя. Новая мутация». Это был игровой сериал, снятый живыми актерами в костюмах, рассчитанный на подростков. Новый персонаж, женская черепашка. Фанаты, особенно Лёрд, возненавидели это. Считали, что концепция братьев разрушена. Качество сериала было, скажем так, похожим на Power Rangers в плохом смысле. Дешевые костюмы, слабый сценарий во всей красе. Проект провалился. После одного сезона сериал закрыли. Именно после этого начался ощутимый спад интереса к черепахам в масс-культуре. Также стоит сказать пару слов о видеоиграх. Выходили аркадные игры, игры на SNES, Mega Drive и позже даже на PS1. Но популярность уже не та, что в начале 90-х. А еще комиксы продолжали выходить. Серия Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures шла до 1995 года. Потом черепахи как комикс-бренд ушли в подполье. И вот к концу 90-х черепахи считались пережитком эпохи, как старые аттракционы в парке. Мерч, игрушки, футболки еще продавались, но без былого
былого ажиотажа. Для детей появилось новое: покемоны, дигимоны, Человек-паук и так далее. Так мир начал забывать культовых героев. Но в 2003 году случился великий камбэк. Питер Лёрд сам взял под контроль перезапуск. Новый мультсериал был темным, серьезным, ближе к оригинальным комиксам. Дизайн черепах более угловатый и брутальный. Шреддер мрачный, вселяющий ужас злодей, без намека на юмор и тупых помощников. Сюжет — полноценные арки, иногда мрачные и даже философские темы. Выходил мультсериал с 8 февраля 2003, а закончился он 28 февраля 2009 года. 6 лет в эфире, 7 сезонов, 155 серий. Как итог, старые фанаты были в восторге. Новая волна детей снова начала покупать мерч. Появилась куча новых комиксов и игр. Под конец вещания рейтинги сильно упали, а сериал было решено закрыть. Однако черепахи 2003 заслуживали достойного финала, и потому вышел полнометражный мультик Turtles Forever 2009 года. Фильм, в котором черепахи 2003 встречают черепах 87-го. Очень крутой подарок фанатам обоих эпох. Фактически финал для вселенной черепашек-ниндзя 2003-го. Не обошлось в нем без появления самых первых оригинальных черно-белых черепах из самых первых комиксов. И тут стоит сказать, если вы читали оригинальный комикс, смотрели мультик 80-х на ВХС или фанатели по мульту 2003-го, черепашки навсегда обязательны к просмотру. Ведь это своего рода знаковый момент в истории всеми любимых героев, который зайдет вам вне зависимости от того, сколько вам лет. Пару слов стоит также сказать о полнометражном мультике 2007 года, который называется, верно, Teenage Mutant Ninja Turtles. Первый CGI-фильм вышел в кинотеатрах. История мрачная, про разобщение команды. Коммерческий успех средний. 95 миллионов в прокате при бюджете около 34 миллионов. Интересно, фильм учитывал события первых трех кинофильмов, но был стилистически новым. Это был намек на возвращение черепах в сознание мейнстрима. В 2009 году Питер Лёрд продает права Nickelodeon за 60 миллионов долларов, и в 2012 году выходит новый мультик. Создан он был посредством 3D-анимации. Балансировал между юмором и серьезностью. Черепахи снова стали героями нового поколения детей. Я, кстати, смотрел первый сезон, и он мне понравился. Однако второй сезон, по моим воспоминаниям, пошел не в ту степь. И смотреть его дальше я не стал. Однако весь мульт считается очень успешным. 5 сезонов, куча мерча и, конечно, игр. Затем в 2014 году вышли фильмы от любителей экранизировать франшизы, созданные для продажи игрушек. Я, конечно, про Майкла Бэя. Первая часть мне категорически не понравилась, а вот вторая как будто бы была своего рода работой над ошибками, и мне напомнила мультик 80-х. На один раз посмотреть вполне можно. Однако первая часть окупилась и даже заработала, а вот вторая не оправдала ожиданий студии, и о черепахах в кино решили забыть на какое-то время. В 2018 году вышел мультик Rise of the TMNT, еще один мультик полностью в стиле экшен-комедии. Новый стиль рисовки, ориентированный на скорость и фан, фанаты старых черепах приняли холодно, но детям зашло. А в 2023 вышел мультик Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, или Погром мутантов. Новый полнометражный мультфильм в стилистике анимации Человека-паука через вселенную. Перезапуск с фокусом на подростковость черепах, теплый прием критиков и кассовый успех. Мультфильм представляет собой перезапуск серии фильмов о черепашках-ниндзя. В 2026 году выйдет продолжение. Пишите в комментариях, ждете ли вы его. Ну и напоследок, но не по значению, стоит пару слов сказать про последнего Ронина. Графический роман, который выходил с 2020 по 2022 год. Авторами стали Кевин Истман, Питер Лёрд и сценарист Том Уолтс. Идея, кстати, родилась еще в 80-х, но тогда они ее отложили на потом. Спустя 30 лет вернулись и воплотили ее в жизнь. В чем же он был? Будущее. Постапокалиптический Нью-Йорк. Осталась только одна черепаха. Все его братья погибли. Он скрывается, живет воспоминаниями и ищет месть за родных. Имя последнего выжившего долго держится в секрете. Но, внимание, спойлер, это Микеланджело. Он меняется до неузнаваемости, серьезный, измученный потерями, но не сломлен. Он носит все оружие своих братьев как напоминание. Комикс вызвал дикий ажиотаж. Тиражи раскупались мгновенно, печатались дополнительные. Критики и фанаты в восторге. Лучшее произведение о черепахах за десятилетия. Финал истории эмоциональный и очень сильный. Прямо в сердце. Ну и вроде как Paramount совместно с Nickelodeon хотят сделать полнометражный CGI-фильм. Но пока что с уверенностью нельзя сказать, выйдет ли он в кино. На данный момент у него даже нет режиссера. На данный момент это все, что было создано за 40 лет существования этой, без сомнения, культовой франшизы. И в качестве заключения давайте составим полное уравнение успешности черепашек-ниндзя. Первая переменная, как я уже не раз сказал, это ассоциативность. За счет того, что главных героев сделали подростками, дети легко могли ассоциировать себя с черепахами, но как будто этого было мало, каждая черепаха имела свой характер. Майки весельчак, Лео лидер, Дони умник, а Раф крутой чувак, который мог ломить каждый
каждому. Кстати, не забудьте написать в комментах, с какой черепахой вы ассоциировали себя в детстве. Вторая переменная — это, конечно же, заинтересованность компании Playmate Toys создать массовый бренд, в первую очередь ориентированный на детей, с целью создания как можно большего количества игрушек. И у них это, конечно, получилось. Третьей переменной стала модель распространения. За счет универсальности и простоты мультика 1987 года его легко можно было продавать в другие страны, а вместе с правом на показ продавать и право на выпуск игрушек, благодаря чему узнаваемость бренда росла во всем мире. Четвертая переменная — объединение мейнстримных штук в одном мультике. Ведь главные герои здесь не просто ниндзя, не просто мутанты, не просто черепашки, они черепашки, мутанты, ниндзя. Ну, еще подростки. Пятая переменная — это искренняя любовь к своему творению, которая сподвигла двух художников на безумный шаг нарисовать с нуля свой собственный комикс и издать его. И именно благодаря отношению Истмана и Лерда к своему творению у них получилась по-настоящему классная законченная история, которая мгновенно влюбила в себя тысячи, десятки тысяч, а потом и миллионы людей по всему миру. Да, возможно, Playmate Toys в каком-то смысле обесценили оригинальный комикс, но благодаря ним черепашки стали массовым явлением, попкультурным феноменом, который впоследствии развился и эволюционировал в нечто большее, чем просто мрачный андеграундный комикс или детский мультик. И, наконец, шестое, но не по значению. Главным секретом успеха черепахи является их универсальность. Судите сами. Некоторые из вас, возможно, выросли на мультике 87 года, другие смотрели мульт 2003, а кто-то даже рос на мультике 2012. И несмотря на разный визуал, тон повествования и темы, которые раскрывались в этих совершенно разных мультиках, мы все с вами сходимся в одном. Черепашки-ниндзя всегда радовали нас в детстве. А почему? Черепахи — это не просто франшиза, это зеркало своего времени. 80-ми они были панковыми, гранжевыми, андеграундными. В 90-е они стали чем-то вроде попсы. Тысячные рефлексии, а в 2020-х снова попытки найти голос поколения. Они адаптируются, меняются, но всегда остаются верны своей сути. Братство, борьба за справедливость, юмор и, конечно, пицца. Именно эта комбинация универсальных ценностей, харизмы, абсурдности и вовремя сделанного ребрендинга позволила черепахам выжить там, где тысячи героев ушли в небытие. Подпишитесь, если хотите услышать больше историй о том, как поп-культура формирует наше восприятие, а наше восприятие сегодня создает наше будущее завтра. И поставьте лайк, если хоть раз ели пиццу и вспоминали черепах. До встречи в следующем видео.